Тот, кто определяет, какие альтернативы должны быть известны людям, управляет тем, из чего они выбирают. Берес Фредерик Скиннер. Свобода и управление людьми. Эта статья была впервые опубликована в журнале «Американский ученый» в 1955-1956 годах и была переиздана во всех изданиях книги «Подводя итоги», а также в других сборниках. Взаимоотношения свободы и управления было главной проблемой в работе Скиннера на протяжении более 3 десятилетий. Он обсуждал ее в своем утопическом романе «Уолден 2», в книге «Наука и поведение человека» и в многочисленных статьях. Управление поведением человека, проблемы, связанные с управлением поведением человека, конструирование культур и так далее. А наиболее детально рассмотрел этот вопрос в своем бестселлере 1971 года «За пределами свободы и достоинства», который мы тоже будем читать немножко позже. Подобно тому, как биографы и критики ищут внешнее влияние для объяснения черт характера и достижений изучаемых ими личностей, так и наука в конечном счете объясняет поведение при помощи причин или условий, которые лежат в окружающем человека мире. По мере того, как проясняется все большее количество причинно-следственных связей, становится труднее противостоять следующему практическому выводу. Должна существовать возможность планомерно вызывать конкретное поведение просто путем создания надлежащих условий. Соответственно, среди целей, которые можно вполне реально поставить перед поведенческими технологиями, будут такие. Давайте сделаем людей счастливыми, просвещенными, квалифицированными, хорошо воспитанными и полезными членами общества. Научное изучение поведения не только подтверждает в общих чертах такие предположения, но и может дать новые, улучшенные конкретные предложения. Самые ранние культурные реформы, вероятно, возникли чисто случайно. Те из них, которые делали человеческую группу сильнее, выжили вместе с ней в процессе своеобразного естественного отбора. Как только люди стали выдвигать и осуществлять изменения в общественной практике в расчете на предполагаемый результат, этот эволюционный процесс получил ускорение. Простая практика внесения изменений, по-видимому, имела ценность для выживания. И от этого возможно было ожидать дальнейшего ускорения. По мере того, как законы поведения формулировались более точно, становилось возможным более ясно определить изменения в окружающей среде, необходимые для получения желаемого результата. Становилось возможным выявить значение тех условий подкрепления, которыми ранее пренебрегали, потому что их эффект был малоощутим или его просто не искали. А на самом деле можно создавать новые условия подкрепления, например, открытием и синтезом лекарственных препаратов, которые влияют на поведение. Поэтому неуместно отказываться от принципов прогресса, улучшения жизни и, разумеется, человеческого совершенствования. Элементарный факт состоит в том, что мы теперь имеем возможность, как никогда прежде, вытащить себя из болота за собственные волосы. Добиваясь управления миром, частью которого мы являемся, мы наконец-то сможем научиться управлять собой. Трудность тут в том, что эта структура явно не в ладах с традиционной демократической концепцией человека. Каждое открытие факторов, которые участвуют в формировании нашего поведения, очевидно уменьшают долю того, что можно приписать нашим личным заслугам. И по мере того, как такое объяснение поведения становится все более и более всеобъемлющим, тот вклад, на который мы можем претендовать как личности, стремится к нулю. Наши творческие силы, наши самостоятельные достижения в искусстве, науке и нравственности, наша способность делать свободный выбор и основания привлекать нас к ответственности за последствия нашего выбора, ничто из этого не является доминирующей чертой в этом новом портрете человека. Мы когда-то веровали, что у нас есть свобода самовыражения в искусстве, музыке, литературе, а также свобода изучения природы и поисков религиозного спасения на свой собственный лад. Мы могли инициировать деятельность и осуществлять изменения ее курса спонтанно, по капризу. Даже в самой крайней степени принуждения нам оставался какой-то выбор. Мы могли противостоять любым попыткам управлять нами, даже если это стоило нам жизнь.
Но наука утверждает, что наши действия инициируются силами, которые воздействуют на личность, и что каприз – это всего лишь название поведения, причину которого мы пока не нашли. Чтобы применить эти взгляды, нужно отметить, что традиционные демократические концепции не были разработаны как описание поведения в научном смысле, а как философия, которую надлежит применять в установлении и поддержании деятельности государства. Они возникли в конкретных исторических условиях и служили политическим целям, за пределами которых их невозможно правильно понять. Для того, чтобы сплотить народ против тирании, как было необходимо, придать силы личностям и убедить их, что у них есть права, и они могут управлять собой. Часто единственной опорой для революционера было дать людям новую концепцию их ценностей, их достоинства и их силы спасти самих себя, как здесь, так и в загробном мире. Когда демократические принципы были применены на практике, то эти самые доктрины были использованы как руководство к действию. Примером этого может служить понятие личной ответственности в англо-американском праве. Все государства устанавливают определенные виды наказания за определенные действия. В демократических странах эти условия выражаются понятием ответственности за выбор. Но это понятие может не иметь никакого смысла, если практика государственности сформулирована иным образом. И, конечно, не имеет места в системах, которые не применяют наказание, то есть практикуют положительное подкрепление. Демократическая философия природы человека определяется определенными политическими потребностями и методами, а не целями демократии. Но потребности и методы изменяются, и концепция, которая более не получает поддержки из-за ее адекватности или даже ее подобия, она в действительности вовсе не основана на фактах, то можно ожидать, что ее заменят. Независимо от того, как высоко мы оцениваем эффективность демократической общественной практики и как высоко мы ее ценим, или сколько, по нашему мнению, она еще просуществует, она почти наверняка не является окончательной формой правления. Философия человеческой природы, которая помогла воплотить ее в жизнь, тоже почти наверняка не является последним словом. Достижение окончательных целей демократии может задержаться, если мы и далее будем делать упор на словесные инструменты демократического мышления, а не на действительные цели. Философия, которая удовлетворяла одному набору политических потребностей, предаст свои цели, если при других обстоятельствах будет мешать нам применять на практике науку о человеке, создать которую, вероятно, не может никто, кроме самой демократии. Вероятно, наиболее важная часть нашей демократической философии, которую следует пересмотреть, это наше отношение к свободе и ее антиподу – управлением поведением человека. Мы не отвергаем любые формы управления, потому что сама человеческая природа предполагает это. Такая реакция не характерна для всех людей во всех жизненных ситуациях. Существующая позиция была кропотливо разработана, в основном тем, что мы называем книжной демократией. Для применения некоторых методов управления, например, угроза применения силы, требуется очень мало усовершенствований, так как сами методы или их непосредственные результаты отвратительны. Общество порицает эти методы, клеймя их как неправильные, незаконные или греховные. Но для того, чтобы поощрить общество на такое отношение к отвратительным формам управления, было необходимо замаскировать истинную природу некоторых других необходимых методов, наиболее распространенными примерами которыми являются образование, нравственное воспитание и убеждение. Эти способы сами по себе представляются достаточно безобидными. Они состоят в информировании, предоставлении возможностей для действия, указании на логические взаимосвязи, апелляции к разуму или просвещенному сознанию и так далее. Если охмуреж выполняется мастерски, то создается иллюзия, что эти способы не являются управлением поведением. В крайнем случае это просто способы изменения мнений. Но анализ не только выявляет однозначное наличие конкретных поведенческих процессов, но и своеобразного управления, не менее неумолимого, хотя в некоторых отношениях и более приемлемого, чем угроза насилия. Давайте предположим, что человек, в котором мы заинтересованы, действует неразумно. Он не чуток в отношениях с друзьями, он едет слишком быстро или неправильно держит клюшку для гольфа. Мы, возможно, поможем ему, дав ряд ценных указаний. Не ворчи, не гони больше 60 км в час, не держи клюшку таким вот образом. Но гораздо меньше возражений вызовет апелляция к здравому смыслу.
Мы могли бы показать ему, как люди изменяются в зависимости от обращения с ними, как частота несчастных случаев резко возрастает на более высоких скоростях, и насколько та или иная охватка клюшки изменяет способ удара по мячу и корректирует его подрезку. При этом мы прибегаем к речевым медиаторам, которые подчеркивают и поддерживают определенные факторы подкрепления. То есть определенные взаимоотношения между его поведением и его последствиями, которые усиливают то поведение, которое мы хотим добиться. Те же самые последствия, возможно, изменили бы поведение и без нашей помощи. И в конечном итоге поведение будет управляться именно ими, независимо от того, в какой форме мы окажем помощь. Призыв к разуму имеет определенные преимущества по сравнению с властными приказаниями. Угроза наказания, будь она даже скрытной, вызывает эмоциональные реакции и тенденцию к бегству или сопротивлению. Возможно, получившие ее всего лишь чувствуют обиду за то, что их заставляют действовать тем или иным образом. Но даже и этого следует избегать. Когда мы призываем к разуму, люди чувствуют больше свободы поступить так, как им заблагорассудится. Дело тут в том, что мы оказывали меньшее давление, чем при использовании угрозы. А так как и другие факторы могут оказать свое влияние, то результат может быть отсрочен или, возможно, даже отсутствует. Но если мы вообще добились изменения поведения, то это только потому, что мы изменили соответствующие факторы окружающей среды и процессы, которые мы привели в действие, столь же реальны и неотвратимы, пусть даже и не столь очевидны, как в случае властного принуждения. Предоставление возможности для действия является еще одним примером замаскированного управления. Сила его отрицательной формы уже была показана при анализе цензуры. Ограничение возможностей считается далеко не безобидным делом. Как заявил Ральф Бартон Перри в статье, опубликованной в журнале Pacific Spectator весна 1953 года, тот, кто определяет, какие альтернативы должны быть известны людям, управляет тем, из чего они выбирают. Они лишены свободы в той мере, в какой доступ к любым идеям им прегражден или ограничен лишь рядом тех идей, которые не охватывают всю совокупность соответствующих возможностей. И в этом есть положительная сторона. Когда мы представляем положение дел соответствующим образом, мы увеличиваем вероятность того, что будет выполнен именно данный акт поведения. Мы делаем определенный вклад в отношении того, как изменяется вероятность его выполнения. Учителя истории управляют поведением своих учеников. Или, если вы предпочитаете, лишают их свободы, преподавая исторические материалы ровно настолько же, как и утаивая их. Какие-то иные факторы, несомненно, влияют на студентов, но вклад в их поведение, сделанный преподаванием материала, фиксируется и становится неотдалимым в сфере своего действия. Методы образования, нравственного воспитания и убеждения приемлемы не потому, что они признают свободу личности и право на инакомыслие, а потому, что они делают лишь частичный вклад в управление поведением. Свобода, которую они признают, это свобода от более принудительных форм управления. Инакомыслие, которым они проявляют терпимость, является возможным результатом влияния других факторов, определяющих поступки. Так как эти санкционированные методы зачастую неэффективны, то мы приходим к убеждению, что они якобы вовсе не являются управлением. А когда в них вкладывают слишком много усилий и тем разрушают иллюзию, то мы называем их совсем по-другому и сопротивляемся им так же энергично, как и применению насилия. Образование, став слишком настойчивым, отвергается как пропаганда или промывание мозгов. А действительно эффективные убеждения обзывают чрезмерным внушением, демагогией, обольщением и тому подобное. Если мы не хотим полностью полагаться на случайность возникновения инноваций, которые осуществляют культурную эволюцию, мы должны признать тот факт, что определенное управление человеческим поведением неизбежно. Мы не сможем руководствоваться здравым смыслом в человеческих делах, если никто не будет заниматься проектированием и созданием факторов внешней среды, которые влияют на поведение человека. Изменения в окружающем мире всегда были условиями для улучшения культурных норм, и вряд ли мы сможем использовать более эффективные методы науки без осуществления крупномасштабных изменений. Нами всеми управляет мир, в котором мы живем. И часть этого мира была построена и будет построена нами. Наука и ранее создавала опасные процессы и материалы.
Использование данных и методов науки о человеческом поведении в полном объеме без того, чтобы совершить какую-нибудь чудовищную ошибку, будет сложно и очевидно опасно. Но у нас нет времени для самообмана, эмоциональной безответственности или занятия позиций, которые теперь уже бесполезны. Мы стоим перед трудным испытанием. Мы должны принять вызов или начинать все сначала, с далеким отставанием. Берес Фредерик Скиннер. Свобода и управление людьми.